Удалось мне записаться в автошколу, причем даже не имея карты по быту. Все, я уже учился, отучился почти до конца в автошколе. Пришлось переезжать. Вопрос с языком был главным. Ты даже не знаешь, как по-польски там сцепление с пшенглу это. Есть варианты учиться на английском почти во всех школах. Они дороже, но как бы есть. Категории Б на механике 30 часов теории, 30 практики стоит 2100 злотых. Насчет медкомиссии, кстати, был отдельный прикол. Может, поэтому в Польше такие водители странные бывают. Пожалуйста, идите ножками в жонт. Мне выдали уже сгенерированный номер, с которым нужно уже подаваться в автошколу на экзамене. И нужно набрать минимум 68 баллов из 74 возможных. Удалось пройти его с первого раза. Всем привет, ребята! Сегодня в кадре буду я один. Тема касается именно меня. И это тема автошкола. Удалось мне записаться в автошколу, причем даже не имея карты по быту. Путь был интересный, я обязательно расскажу все в деталях. Это будет даже какое-то мини-руководство к действию. Возможно, кто-то думал, что нельзя так пойти учиться на права без карты по быту, либо действующей визы, но вот в моем случае это все получилось. Получать права я уже давно собрался, еще в Беларуси. И, в принципе, все, я уже учился, отучился почти до конца в автошколе. Всю теорию, всю практику отъездил, но до экзамена не успел дойти. Как бы пришлось переезжать. Ну и мы не хотели откладывать переезд, потому что это было лето. И чтобы сдать экзамен в ГАИ, как нам сказали, это может растянуться на месяц, два, три. Даже просто записаться первый раз. А если пересдача, то плюс еще время. Ну, а визы уже у нас были открыты, и мы поехали при первой же возможности. Поэтому, как бы, ну, опыт мой со мной остался, но никаких подтверждений, что я чего-то знаю из вождения, у меня не осталось после этого. Поэтому мы с Сашкой думали, что когда переедем уже в саму Польшу, то Саша, возможно, пойдет учиться заново. Да, здесь, конечно, вопрос с языком был главным. А есть варианты учиться на английском почти во всех школах. Они дороже, но как бы есть. Но я его не рассматривал, потому что, смысл. Если И ты польский хорошо я владеешь понимаю. польским, Да, и заодно еще практика будет. Ну и вообще понимание терминологии всей водительской на польском это тоже нужно. Что вдруг что-то на дороге, а ты даже не знаешь, как по-польски там сцепление с пшенглу это. Или еще какая-нибудь фигня там в машине. Ну, лучше, разбираться в этом всем. В целом, в разных школах по-разному стоит обучение. Конкретно категория Б. Есть на механике, есть на автомате, можно все выбирать. Как я говорил, можно выбрать английский язык. Конкретно в моем случае, в той автошколе, куда я записался, обычный курс категории Б на механике. 30 часов теории, 30 практики, стоит 2100 злотых. Это мой вариант. Есть возможность учиться на автомате, стоит 2200 злотых. Ну, естественно, если у тебя в правах автомат, то на механике ты не сможешь поехать, как бы по закону. Также есть возможность учиться на английском. Тоже обычный этот курс стоит 2300 злотых. Есть расширенные курсы, когда 30 часов теории плюс 40 практики, то есть на 10 часов вождения больше. Он стоит на 700, по-моему, злотых дороже. В любом, автомат, механика, неважно. Просто плюс 700 злотых. Также там есть всякие дополнительные, дополнительное вождение за час, 75 злотых. Есть возможность взять автомобильный экзамен, ну и прочая такая мелочь. Я пока не углублялся. Что вообще нужно для того, чтобы пойти учиться на права? Первым делом желательно иметь какой-то документ о том, что легально находишься в Польше. Это вызвало наибольшие проблемы у меня. Во-вторых, нужно пройти медкомиссию. Она стоит обычно 200 злотых. Конкретно в моей автошколе у них какая-то там есть связка с центром вот этих медобследований. И они делают скидку 50 злотых, если идешь в эту автошколу и проходишь медкомиссию в конкретном месте, в том же здании. Насчет медкомиссии, кстати, был отдельный прикол. Я ожидал чего-то там, как в Беларуси медкомиссию я проходил несколько дней. Это все было очень серьезно, куча врачей, анализы, все что угодно, справки там, что алко, нарко, вот это все.
все справки должны были быть. Здесь я прошел за минуты 3. Там был всего один врач. Он просто спросил у меня, типа, ты откуда приехал, кем работаешь? И все, по-моему. Просто посидели, пообщались. Ну, типа, он проверил минимальную адекватность. Я не знаю, со всеми так или нет. Ну, наверное, да. То есть даже ни зрение, ничего не проверял. Может, поэтому, я так подумал, в Польше такие водители странные бывают. Раз их так проверяют, что любой желающий может пойти учиться и сдать на права. Уже с пройденной медкомиссией можно подаваться на профиль кандидата на кировца, что я и сделал. Есть онлайн-сайт, я обязательно оставлю ссылку. Там, в принципе, все свои данные можно заполнить, прикрепить фотографии отсканированные, кстати, тоже обязательное условие для того, чтобы учиться, нужны фотографии. Они такие же, как на все официальные документы. Я их сканировал, но в любом случае подошли бы те, которые делают на карту по быту. И вот с заполненным этим заявлением, прикрепленными фотографиями, я все это отправил на сайте. Дальше ждал несколько дней, и мне пришло сообщение, что нужно дослать еще документы. Один из них был тоже скан номера песель, который есть подтверждение такое, а второй подтверждение мельдунка. И вот здесь возникли проблемки. Вообще подтверждение мельдунка можно взять тоже онлайн, есть на сайте обыватель.gov.pl. Есть такая возможность, но там я узнал, что у меня нет действующего мельдунка. Оказалось, что он был привязан к сроку действия визы и истек летом. В таком случае я начал искать, что можно делать, как продлить или что-то. Поскольку договор-то у нас есть, но визы действующей нету. Дальше я нашел, что есть возможность замельдоваться онлайн. Я попробовал, отправил все необходимое, там, опять же, всякие эти фотографии договора, продление договора, все, что у нас было. Тоже спустя какое-то время приходит ответ, что возможность замельдоваться онлайн есть только для граждан Евросоюза. Пожалуйста, идите ножками в жонт. Мне еще повезло, что я в тот же день смог найти дату через пару дней на запись в ужонт. Это повезло, я сходил. Там, в принципе, все быстро. Я, во-первых, хотел узнать, можно ли замельдоваться с истекшей визой. Но у нас уже были документы поданы на карту по быту. Соответственно, была печать в паспорте. И вот со всем этим набором я подошел к окошку, говорю, вот, есть договор аренды, есть печать. Но виза истекла. Могу ли я замельдоваться и на какой срок? Там мне женщина-инспектор сказала, что да, без проблем, но только на 3 месяца от даты печати о подаче на карту по быту. Меня это вполне устраивало, поскольку прошел только месяц. Мельдунок, даже если мне дали его на неделю, я бы смог податься на этот профиль, необходимый для учебы в автошколе. В итоге я получил этот мельдунок, в тот же день отправил все необходимые документы. Получается, далее мне еще позвонили из этого ужонда, который занимается делами автомобильными. И женщина попросила дослать фотографию именно самой печати в паспорте, поскольку, чтобы ей все было проверить и подтвердить, что у меня все хорошо в этом плане, я могу учиться. Я ей прислал, и, наверное, в тот же день мне выдали уже сгенерированный номер, с которым нужно уже подаваться в автошколу. В автошколе тоже никаких проблем особо не было. Я пришел, сначала позвонил, сказал, что хочу записаться. Мне сказали, что давайте завтра, в такое-то время. Все, я пришел, оплатил. 2050 было, учитывая, что я заплатил 200 за медкомиссию, то есть в сумме было 250. Все, мне сказали приходить в такой-то день. И я так понял, что в целом весь курс теории займет 2 недели. Вот я был 2 раза уже. Нам на первом занятии выдали сразу же книгу. Я так понял, она входит в сумму. И диск. Я сразу подумал, диск это же... Где я его, во-первых, открою? Но там оказалось, что все нормально продумано. Там есть еще такой серийный код, который можно ввести на сайте, и будет доступ
на 90 дней ко всем материалам, можно проходить тесты, там есть пояснения. Ну, в принципе, все удобно. Правда, весь процесс я не особо понял, как все будет проходить, потому что, наверное, возможно, на первом занятии это что-то объяснялось, но я ушел из половины этого занятия и концовку пропустил. На втором занятии ничего вообще не объяснялось, как какие-то тесты будут в автошколе или как. Там есть вообще компьютерный класс, но, короче, я не знаю. Возможно, в какой-то день это будет, но до меня информацию никто это не доносил. Поэтому как бы теории много, и если вот проходит 2 недели, то как бы потом и сдавать это надо тоже как-то очень так сжатые сроки. Ну, опять же, когда практика начнется, я тоже не знаю. Будем узнавать. Ну, 3 часа в теории реально как бы запланировано за 2 недели их пройти. Лектор у нас такой своеобразный. Он просто включает презентацию. И иногда что-то поясняет, ну, буквально вот там 2 фразы в час. Это немножко странно. Но, в принципе, хорошо, что я правила проходил в Беларуси. Я их понимаю в большинстве случаев. Есть, конечно, отличия некоторые. Есть сложности из-за языка периодически. Но все нормально. Я как бы уже пробовал проходить пробный тест. И я прошел с первого раза, как бы на необходимое количество баллов. Касательно баллов, на экзамене дается какое-то количество вопросов, я сейчас точно не помню. И нужно набрать минимум 68 баллов из 74 возможных. Там есть разная градация. Какие-то вопросы по 2 балла, по 3, по 4, в зависимости от важности на дороге. Ну и, короче, как я говорил, мне удалось пройти его с первого раза. Не факт, что там, я со второго и третьего прошел бы, но вот сейчас буду тренироваться, буду входить на лекции, буду узнавать, что дальше, как пойдет практика. Насчет практики здесь есть как бы плюс по сравнению с белорусской автошколой, что машины довольно новые все. Есть Kia Rio, Suzuki Swift. В каких-то автошколах есть еще Toyota Yaris, я видел. Ну и не только. И в целом хорошие новые машины. И плюс есть возможность на автомате учиться в любой автошколе, что в Беларуси тоже не так развито было. По крайней мере, 1,5 года назад, когда я учился. Ну, в целом, я думаю, все пройдет хорошо. Хотя вот конкретно я еще читал статистику, что вообще в Лоди сдаваемость худшая в Польше. Я не знаю, это зависит от этого ворда, который, ну, как бы вся организация, которая занимается сдачей на права. Видимо, в Лоди самые какие-то жесткие требования, либо просто учат плохо. В общем, будем держать в курсе. Эта тема важная. В любом случае, оставайтесь с нами. Мы всегда стараемся быть полезными, интересными, рассказывать что-то важное. На этом все. Пока-пока.